Друзья, приветствую вас! Обзор выходного дня, часть вторая или третья. Обзор идей на американском рынке на апрель 2021 года. В соответствии с теми заявками, которые поступают от подписчиков. Давайте начнем, наверное, с лидера хайпа. Это, конечно же, Tesla. Месячный таймфрейм. Здесь было пробитие 650, это сильный уровень. Помимо этого вышли хорошие данные о продажах. И что мы с вами видим? В марте, несмотря на то, что был пробой сильного уровня, второй уровень, который 530, он устоял, здесь пробития не возникло. Исходя из месячного графика, у нас здесь произошел разворот. И сейчас этот разворот пытаются затормозить на уровне 650. Происходило пробитие, но это пробитие откупили. Сработал следующий сильный уровень. На текущий момент в связи с выделением помощи ковидной нового транша, возможно, этот уровень будет удержан в апреле. Сейчас давайте посмотрим более короткие таймфреймы и определимся, что будет на протяжении предстоящего месяца. Недельный таймфрейм обозначает новый уровень, который 600-590. Соответственно, если этот уровень в ближайшую неделю-две будет удержан, то отсюда весьма вероятно развивается движение наверх. Тестирование на пробой 710. Если пробой данного значения происходит, цель движения находится в районе 862, может быть даже 907. Переходя на дневной таймфрейм, мы с вами видим, что идет активная проторговка в районе 650. Уровень пробивался несколько раз, но каждый раз его пробитие выкупали и достаточно активно выкупали. Открытие на следующей неделе, я полагаю, здесь надо будет проанализировать, произойдет, не произойдет пробой 710, пробой и, соответственно, проторговочка над этим пробоем. Если пробоя не происходит в течение ближайших нескольких дней, то мы увидим отсюда коррекционный откат. Цель этого отката — тестирование 590. Соответственно, в случае пробоя 590 весьма вероятно она будет уходить на 530, и уже такое движение консолидирующее, оно будет на уровне чуть пониже, в районе 530. Это в том случае, если не происходит достаточно оперативно пробой уровня 710. Сейчас по факту выделения помощи вполне возможно разовьется это движение на пробой 710. Если 710 будет в ближайшие дни, неделю пробита, то цель движения она будет по дневному таймфрейму находиться в районе 806-810. Здесь немножко уровень отличается от недельного. Это вполне закономерно. Разные таймфреймы, они дают разные цели для движения. Таким образом, по Тесле в понедельник, или в течение предстоящей недели, пробой 710. Если он не происходит, то будет коррекционный откат, цель которого 590. Если здесь выкупают, не происходит пробоя, то будет следующая волна движения, пробой 710 и уход наверх. Если здесь по факту будет пробой этого значения, или в течение 1-2 недель не возникнет пробоя 710, устойчивое движение наверх, то весьма вероятно уже к концу или к середине апреля мы уйдем торговаться в районе 530, возможно даже пониже. Так, друзья, далее Boeing. По Боингу вообще, я считаю, отличная ситуация. 250, этот уровень был взят, о нем мы ранее неоднократно говорили, сейчас идет попытка закрепления на этом значении. Месячный таймфрейм. Соответственно, если в ближайший месяц-два мы закрепляемся, его не пробиваем, то у нас следующая цель движения находится в районе 360. Если здесь возникает пробой, то, соответственно, он уходит. Сначала первая цель движения — это 210, и будет он консолидироваться в этом диапазоне расширенном 190-250 еще какое-то время. Да, сейчас не лучшее время для авиации, с одной стороны. С другой стороны, у Боинга были крупные производственные проблемы. Но на самом деле, сколько бы его ни хаяли, я считаю, здесь дело не в том, что Боинг что-то плохо делает, или в том, что коварные европейцы им что-то насыпали или что-то натерли. Нет. Я думаю, здесь ситуация очень банальна. Элементарное накопление регрессионных ошибок, так называемых. Это свойственно и программному коду, и в производстве.
То есть накапливаются какие-то небольшие недоработки, недоделки, которые в определенный момент приводят к какому-то глобальному траблу. Вот. Это связано с формированием определенной критической массы этих недоработок, недосмотров. Вот. Такое периодически бывает у большинства компаний, особенно когда происходит масштабирование и рост. Собственно говоря, Boeing и стал жертвой этого явления. Я считаю, что это чисто технологическая проблема, которая с новой моделью у него возникла. И сейчас постепенно в постковидном мире он начинает в себя приходить и, соответственно, решать те проблемы технологические, которые у него возникли помимо всего прочего. Так, вот у нас ключевой уровень 250. Вот, по Боингу высока вероятность того, что если в этом году мы не увидим, ну даже, скажем так, летом и весной мы не увидим провала, то весьма вероятно осенью он сходит вот на это значение, которое в районе 360-355. Так, далее недельный таймфрейм. Здесь идет активная борьба за уровень 250. Соответственно, удержание на предстоящей неделе этого уровня приведет к тому, что он пойдет тестировать на пробой 277. И здесь вот в случае пробоя на недельном таймфрейме у него цель движения будет в районе 340. Так, далее дневной таймфрейм. По дневному таймфрейму немножко другая раскладка идет. По дневному таймфрейму вполне может быть пробой вот этого сильного уровня и движение не более чем 223. Вот 223, 220, исходя из более короткой, скажем так, более короткой торговой амплитуды, если удерживается и не пробивается, то в любом случае вот эти все откаты будут выкупаться и будет по нему формироваться импульс движения наверх, цель которого потестить и пробить 278,5. Вот, соответственно, то есть если рассматривать временной горизонт на протяжении 1, 2, 3, 4 недель, то что мы получаем? Если вот этот уровень не пробивается 250, то это очень хорошо. Это будет означать, что он сейчас поднакопит силенок и уже на предстоящей неделе или в течение 2 недель пойдет тестировать на пробой 278,5. Если здесь у нас возникает пробой, то следующая цель, которая его может остановить, находится в районе 220-223. Соответственно, то есть исходя из дневного таймфрейма, в отличие от недельного и месячного, ничего страшного пробития сильного уровня не возникает. Возникает страшное при пробитии 223-220. Вот. Исходя из вот этой ситуации, соответственно, за ним нужно будет посмотреть. Если он 250 не пробьет, это очень хорошо. Это будет означать, что уже в предстоящем месяце он пойдет повторно тестировать на пробой 278,5. И в случае пробоя здесь развивается движение на 350. Но я думаю, такой быстрый импульс движения, он все-таки менее вероятен. И поэтому здесь, с моей точки зрения, более вероятно движение к этому значению. Здесь двойная вершина, которая, скорее всего, в полном объеме не будет реализована, а будет коррекционный откат, и цель этого отката будет в районе 242. Такой сценарий мне видится наиболее вероятным. Посмотрим, как он будет реализован. Так, друзья, далее Intel Corporation с учетом строительства новых заводов и ставки на полупроводники в Америке пророчит Intel Corporation колоссальный рост. Исходя из месячного таймфрейма, я пока этот рост не могу разглядеть. Может быть, он и произойдет, но это произойдет в том случае, если будет устойчивое пробитие уровня 70. Если 70 пробивается, начинается рост объема и проторговка, тогда он может полететь куда угодно. Но текущий график, с моей точки зрения, здесь более логично от 70 отразиться и произвести коррекционный откат где-то в район 50. Такой откат будет, если в результате вот этой консолидации мы не пробиваем 70 и идем вниз и пробиваем 58-57. В этой ситуации развивается движение на 48-50. Так, далее недельный таймфрейм. По недельному таймфрейму у нас попытка разворота и отката, ну хотя бы куда-то вот сюда, вот на 56-55, вот к этому значению. Вот технически по Intel картина, с моей точки зрения, очень слабая. Я вот эту акцию бы для инвестиций сейчас бы не рассматривал. А дневной таймфрейм, по дневному таймфрейму, ну у нас кто-то может разглядит здесь алмаз. Вообще как бы дневная картина указывает на то, что
здесь более вероятно движение вниз на 61. И в случае пробоя 61, следующая цель движения по нему будет, ну, скорее всего, в начале 57-58, вот сюда вот, а далее цикл движения идет в район 55-53. Несмотря на позитив, на возможную ставку на полупроводники, я бы на ближайшее время акцию Intel для каких-то спекуляций в лонг или для роста не рассматривал бы. Но это мое субъективное мнение, это не инвестиционная рекомендация. Так, друзья, далее Applied Technologies, это волшебная ракета, которая улетела в космос с осени прошлого года. Ну, здесь что я могу сказать? Сейчас, с моей точки зрения, весьма рискованная игра, эту акцию лучше не рассматривать. Она может вырасти еще на фоне стимулирующих мер. Но вот этот вот мощнейший рост, который произошел, с моей точки зрения, в нее заход достаточно рискованный. Это, по-моему, вполне очевидно и так. Да, исходя из дневного графика, она пробила все возможные уровни и ушла наверх. Какие цели движения пока непонятно. Я, если рассматривать эту акцию как спекуляцию, от такой идеи постарался бы держаться в стороне, потому что движение здесь, оно очень импульсивное и непредсказуемое. Так, друзья, далее AMD, вечный партнер, потом конкурент, потом опять партнер, потом опять конкурент Intel. Месячный таймфрейм был достигнут максимум в декабре 2020 года, потом была попытка разворота, и сейчас, судя по всему, эту попытку разворота откупили. С моей точки зрения, в части полупроводников это наиболее понятная и интересная идея, если рассматривать продолжение роста. Так, это месячный таймфрейм. Здесь, если не происходит повторного пробоя 73,5, то акция смотрит в рост на движение в район 93. Недельный таймфрейм достаточно у нее оптимистичный. Он указывает на то, что здесь сформировалась консолидация. И в том случае, если удерживается, не пробивается вот этот диапазончик 73,5-70, то в ближайшие дни, недели весьма вероятно пойдет движение наверх. Цель этого движения первый 88,5, потом 99,2. Вот этот исторический максимум. Но если будет пробой 73,5, она уходит консолидироваться в этот диапазон. И в случае пробоя 69, никаких шансов на рост в ближайшее время, скорее всего, не будет. Она провалится и уйдет консолидироваться в районе 50-51. С другой стороны, я так думаю, что вот у этой акции, если сравнивать с Intel, гораздо больше шансов для роста, нежели у Intel. Intel тоже может пробить исторический максимум и улететь куда-то в космос, но я бы на Intel ставку не делал. С моей точки зрения, вот эта бумага, она более понятна, и ее потенциальный рост на текущий момент, на протяжении апреля, может быть мая, он более очевиден. Но обращаю внимание, вот этот диапазон, при пробитии этого диапазона, идея на рост, она не срабатывает. Так, друзья, далее вопрос был Solar H. Месячный таймфрейм, здесь сформировался разворот, но этот разворот пока не реализовался, не подтвердился. Переходим на недельный таймфрейм. Здесь из недельного таймфрейма следует, что текущая ситуация указывает на то, что акция находится в консолидации, в наборе позиций. Диапазон 240-300. Соответственно, если будет пробой 240-230 вот этого диапазона, то наиболее вероятно цель ее движения составит в район 180, может быть даже ниже. Если вот этот диапазончик мы удерживаем, то здесь у нас разворотная формация, и цель движения это отскок на 348-350. Так, далее дневной таймфрейм. По дневному таймфрейму сейчас вот была попытка разворота отката. Соответственно, на открытии на следующей неделе надо будет посмотреть, куда она двинется. Если она не пойдет на фоне стимулирующих мер и других плюшек пробивать 300 в течение начала недели, то весьма вероятно, что она отсюда пойдет тестировать вот эту нижнюю границу, которая находится в районе 255. Если вот это значение, вот этот диапазон не пробивается, ее здесь откупят, и она повторно пойдет тестировать 300. И, соответственно, по дневке весьма вероятно, что в апреле будет движение на 330. Движение не состоится, если будет пробой
значение 250. Так, друзья, далее Модерна, месячный таймфрейм. Но по Модерне здесь ситуация достаточно интересная. Вот она пришла на уровень 130. Соответственно, здесь сейчас формируется разворотная формация. Переходя на недельный таймфрейм, если здесь не возникает отката с пробоем 120, то отсюда весьма вероятно цель движения находится, первая цель, она вот здесь, 153, и следующая цель движения это 180. Если будет задерг вниз и пробой 120, то весьма вероятно ее потащат в район 100. Вот. Но текущая ситуация, с моей точки зрения, она весьма благоволит Модерне. Итак, наиболее вероятно здесь на предстоящей неделе и в апреле месяце это движение, первый цикл которого сходить вот сюда вот на 152-153. Так, друзья, ну далее по Бейкер Хьюз, что-то много вопросов подозрительно поступило. Месячный таймфрейм Бейкер Хьюз, это который данные о вышках публикует. Но здесь попытка идет разворота. Эта попытка разворота, она будет реализована в случае пробития 19,5. Если такой пробой возникает, цель ее движения находится вот здесь вот в районе 14,5-15. Вот. Если же на предстоящей неделе месяце не возникает такого движения, по недельному таймфрейму здесь идет попытка торможения разворотной формации и набора позиций. Соответственно, опять же, исходя из недельного таймфрейма, 20 у него выступает железобетонным уровнем, который, если не пробивается, то она будет отсюда отскакивать либо от текущих значений, либо от 20. Так, ну и дневочка здесь вообще у нее заглядение. По дневочке здесь в самое ближайшее время формируется импульс на отскок. Цель этого отскока первая находится на 23,2. И, соответственно, в случае удержания этого значения цель движения будет в район 24,5 и 25,6. Вот. Но если опираться на дневку, вот этот вот отскок сейчас, который наметился, он не состоится, если будет движение вниз и пробой 20,5. Но, исходя из дневного таймфрейма, более вероятно движение вверх и отработка этих целей в течение одной недели месяца. Друзья, все ключевые акции, по которым поступали вопросы. Спасибо за внимание, успешных торгов, удачи, до свидания.